Всем привет! Вы на канале Вуаля Аз, и с вами я, Ирада. Сегодня я буду делиться рецептом и опытом приготовления сушеной мяты на зиму. В этом, казалось бы, незамысловатом деле есть несколько тонкостей. Я применяю сушеную мяту в основном в долме, в довге, добавляю ее в разные супы, салаты, маринады для мяса, рыбы, птицы, ну и так далее. Одним словом, для меня существует огромное поле применения сушеной мяты. Что ж, я начинаю. Всем приятного просмотра! А пока я буду делиться своим рецептом и опытом приготовления сушеной мяты, вы можете подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мне понадобится сама мята и поваренная соль. Но соль по желанию. Вот и все. Перечень и количество всех ингредиентов, как всегда, оставлю под видео. Итак, перебираю мяту, выбрасываю все поврежденные и даже чуть-чуть пожелтевшие листья. Затем кладу мяту в холодную воду примерно на час, после чего несколько раз меняю воду, при этом каждый раз перекладывая мяту из одной посуды в другую, очень бережно мою ее. Затем откидываю в дуршлаг, после кладу на хлопковую скатерть, чтобы вода стекла. Перед тем, как сушить мяту, отрываю листочки от стебельков. Сушить их буду в отдельности. Кроме того, общее количество листочков разделю на две части и буду сушить их в двух широких посудах, ну, в данном случае в подносах. Почему буду разделять общее количество листочков? Да потому что я заранее уже знаю о том, что листочков получится слишком много, чтобы можно было сушить их в одной посуде. А для того, чтобы листочки мяты сушились равномерно, им нужен простор. В обратном случае листья просто пропадут. На посуду, в которой буду сушить мяту, стелю бумажные кухонные салфетки, а уже на салфетку кладу мяту. Вот так друг за другом отрываю лепестки у стебельков и раскладываю их по отдельным посудам. Я не выбрасываю стебельки мяты, сушу их для чая. Благодаря содержанию ментола мятный чай оказывает противовоспалительное общеуспокаивающее действие на желудок. Мятный чай также укрепляет иммунную систему, а чашечка мятного чая вечером после трудового дня помогает расслабиться и настроиться на спокойный и глубокий сон. Конечно же, можно сушить мяту целую, а затем отрывать листочки от стебельков. Я не очень люблю этот вариант, так как стебельки сушатся на 2-3 дня дольше, чем листочки мяты. К тому же, если оторвать листочки у сухой мяты, то они крошатся до порошкового состояния. Обычно я мну листочки мяты непосредственно перед самым применением, так как именно такая мята делает обед более душистым и ароматным. Вот так друг за дружком у каждого стебелька отрываю листочки мяты и раскладываю их по отдельности. На посуду, в которой сушится мята, обязательно надо застелить бумажную или хлопковую салфетку. Друзья, этот момент нельзя игнорировать. Казалось бы, что такое сушить зелень?
Но если не учесть пару тонкостей, даже в этом, казалось бы, незамысловатом деле, можно получить разочарующий результат. Как-то при разговоре с одной молодой хозяйкой я сказала о том, что меня всегда удивляет то, что многие женщины, живя в такой зеленой стране, как Азербайджан, зимой покупают сушеную мяту. Ведь можно же купить летом пару пучков мяты и запастись на зиму. Это стоит копейки, а времени тратится совсем ничего. На что она ответила: вот я тоже думала, и несколько раз даже пробовала, в итоге перевела продукты, к тому же потеряла кучу времени. Выяснилось, что она клала всю кучу зелени, причем в мокром виде, а это была целая гора, на одну тарелку, не застелив снизу ничего. В итоге нижние листья стали пропадать. Она несколько раз перебирала листочки, пытаясь хоть что-то спасти. В конце-то концов пришлось все выкинуть. А с квартиры долго не выветривался неприятный запах пропащей зелени. Каково было ее удивление, когда она узнала о том, что все, что ей надо было сделать, это постелить под мяту бумажную или матерчатую салфетку, первую пару дней разложить листочки на широкой посуде и один или максимум 2 раза переворачивать зелень, а уходит на это буквально пару минут. Вот и сегодня, пока мята свежая и сырая, раскладывая ее по 2 широким подносам, расстелив снизу бумажную салфетку. Сушить мяту надо при втором свете. Поверьте, есть огромная разница во вкусе и аромате мяты, сушеной под солнцем и в тени. При втором свете мята сушится чуть дольше, но игра стоит свеч. Такая мята получается более душистой, ароматной и даже сочной, что ли. Так, идем дальше. На следующий день достаю мяту и переворачиваю ее. Это делается для того, чтобы все листочки сушились равномерно. Верхние листочки уже чуть-чуть завяли, а нижние пока влажные. Я их переворачиваю и обратно отправляю сушиться. Вот так каждый день, особенно первые 3-4 дня, надо переворачивать мяту, иначе она может пропасть. А уходит на это буквально минутка. На 3-й день листочки уже полусухие, они значительно потеряли в объеме. Я собираю их в одну посуду, опять переворачиваю и отправляю сушиться дальше. На 4-й день они почти сухие. Я оставлю звук камеры, чтобы слышно было шорох листочков мяты. В принципе, листья мяты уже сухие, но я оставлю их в подносе еще на пару дней, чтобы уже было наверняка. И даже не обязательно их переворачивать каждый день. На 6-й день достаю мяту и убираю ее в банку. Я не люблю хранить мяту на зиму в целлофановом пакете или держать в пластиковом контейнере. Кладу сушеную мяту в стеклянную посуду, только вот не с железной, а с капроновой крышкой. На мой взгляд, так ей дышится лучше.
И последний штрих. Насыпаю на сушеную мяту поваренную соль. Соль берет на себя влагу, а еще поваренная соль может защитить мяту от продуктовой моли. Так когда-то делала моя мама покойная. И несмотря на то, что я не вижу в этом необходимости, каждый год, когда сушу мяту, руки так и тянутся к поваренной соли. Помещение, в которое я храню мяту, достаточно сухая. К тому же, мне кажется, что мята настолько душистая, что она может дать отпор любой пищевой моли. Так что насчет соли смотрите сами, но лишняя осторожность еще никогда не мешала. Что ж, банки с сушеной мятой на зиму укомплектованы. И вуаля! Ароматная, душистая сушеная мята на зиму готова. Я оставлю ее на кухне, просто уберу в шкаф. И нет никакой необходимости в том, чтобы положить ее в холодильник. Она прекрасно перезимует при комнатной температуре. Сушеную таким образом мяту можно держать при комнатной температуре годами. Ничего не пропадает и ничего не портится. А все потому, что летом все было сделано правильно. Попробуйте и вы сушить мяту на зиму. Она придаст особый аромат самым обычным блюдам, будь это супы, салаты, мясные или овощные блюда. Обрадует вас и ваших близких. Всем приятного аппетита! Друзья, я была рада поделиться своим рецептом, опытом и всеми тонкостями приготовления сушеной мяты на зиму. Сушите ли вы мяту на зиму или предпочитаете заморозить ее? И применяете ли вы в своей кухне сушеную мяту вообще? Пишите в комментариях, я всегда открыта к общению. Очень надеюсь, что мое видео понравилось вам. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Или просто заходите в гости. Буду рада встрече с каждым из вас. Пока-пока и до новых встреч!